Она говорит про пустоту. Он про скромность. Они вдвоем про себя, даже если этого не замечают. Монеточка и Покровский. Две судьбы, два беглеца, два зеркала одной эпохи. Сегодня мы разберем, почему за громкими словами о совести и свободе всегда звучит одно и то же эхо. Страх потерять все и не найти ничего. Монеточка и шаман. Борьба за право чувствовать. Я считаю, ребят, если вы цените какого-то великого профессионального оперного вокала, то вам не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость за этим туда идти. Лучше сходите на концерт шамана. Или этого Кобзона. Все-таки мне важно другое, смысл. В проекте «Драма Квинс» Монеточка, признанная в России иностранным агентом, спокойно произносит: «Я ничего не чувствую, слушая шаман. Пустота. Ни боли, ни злости. Просто фасад». Эта фраза разошлась по сети как искра. Странно слышать о пустоте от человека, уехавшего из страны, где его когда-то слушали миллионы. Она уверена, русская культура в 2022 году показала антивоенное лицо. А оставшиеся в России – это, по ее словам, заложники и неяркие. Но кто дал ей право делить людей на ярких и тусклых? Это позволяет им дополнительно зарабатывать деньги. Ведь мы же видели, как та же Монеточка, да, выступая с флагом так называемого свободного легиона России, да, что тоже, в принципе, неприемлемо для граждан России. Тем не менее, она пиарит на своих концертах. Это тоже уголовно наказуемые деяния, и в данном случае должны получать правовую оценку Следственного комитета. Те, кто остался, продолжают петь, писать, создавать. Шаман, которого она обвинила в фасадности, стал голосом улиц, праздников и площадей. Он может нравиться или раздражать, но он живет внутри страны, не убегая от нее. А Монеточка, между тем, говорит о привилегии, о роскоши уехать, о том, что не все рождены героями. Но, может быть, герой – это как раз тот, кто остался, кто не продал дом и не сбежал, а выдержал, когда было тяжело. Она быстро все продала и уехала, она гордится своим путем, но за этой гордостью слышится то, что вырывается в каждом ее интервью. Тоска. Монеточка называет эмиграцию роскошью и, возможно, впервые произносит правду, которую многие скрывают. Уехать может не каждый. Это действительно привилегия, возможность оставить все и начать заново. Но в этой правде есть тень, потому что роскошь не свобода. СВО тоже, видите, как лакмусовая бумажка, всех проверяет. Всех проверяет на вшивость. Понимаете? Кто-то уехал спасать свои капиталы и всякие дворцы-особняки, а кто-то едет и поднимает дух наших ребят на передовой, на фронтах. И привилегия не героизм. Она не требует от других повторять ее путь, но делает это снова и снова, рассказывая о нем в каждом интервью. Словно пытается убедить не зрителей, а саму себя, что все было правильно. А ведь в каждом слове едва заметный треск. Треск самооправдания. Я думаю о том, что Макс Покровский, если предал Россию, то там, на Украине, как и Америке, он точно будет не нужен. Поэтому все зависит от того, что они там с ним сделают. Самое главное о том, что он остался там жив. Тем временем Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело», тоже вспоминает о скромности. «Мы не жируем, но у нас есть свой дом и студия. Мы многим поступились». Это звучит как покаянное заявление, замаскированное под философию. Когда-то Покровский пел, что его ногу свело от драйва и свободы. Теперь свело от бытовых расчетов. Он говорит: «Я живу не в особняке, просто в доме». Он подчеркивает: «Мы потеряли российский рынок, но держимся». Разумеется, мне не хватает аудитории нашей, о которой теперь тоже можно говорить долго.
Потому что теперь можно тоже сейчас работать в области сослагательных наклонений и говорить, какие из пришедших на концертов были потенциальные зетовцы, потенциальные нет. Я, в общем, к чему клоню-то? Что так вот особо, чтобы я взял, прям вот так вот сел бы, прям вот и прям бы обосрался. Он будто оправдывается перед невидимым собеседником, перед теми, кого называл непроснувшимися. В его голосе больше грусти, чем вызова, потому что за океаном все оказывается иначе. Там нет толп, которые поют вместе с тобой слова твоих песен. Нет друзей, выросших на твоих клипах. Там сцена, свет, микрофон и тишина между куплетами. Он говорит: «Мы не жируем». Но, кажется, речь идет не о деньгах. Речь о том, что они потеряли ощущение смысла. Монеточка и Покровский. Два разных поколения, два разных жанра, но одна мелодия. Они ушли, но продолжают говорить о тех, кто остался. Продолжают объяснять, почему уехали. Мне нормально, у меня есть российский паспорт. Я боюсь въехать, но у меня есть даже подозрение, что я въеду, мне, может, ничего и не будет. 50/50. Мы постоянно вот в кругу друзей об этом спорим. Когда мне говорят, мне пишут какие-то вообще просто бараны. Пишут: вот ты будешь, потом приползешь на коленях, будешь просить, чтобы тебя пустили. Во-первых, я не приползу на коленях, а я приеду и города войду, если мне это надо. Во-вторых, ты, дебил, подумай, что ты находишься по ту сторону железного занавеса, а я нахожусь по этой. Передо мной весь цивилизованный мир, в котором я считаю, я являюсь не изгоем. Я иду по Бруклину, если ко мне кто-то подойдет и спросит, русский я или нет, он это сделает только с уважением. Продолжают доказывать, что сделали правильно. И чем больше говорят, тем сильнее звучит тишина между строк. Та самая, где слышно, что никакой новой жизни за границей не началось. Есть сцены, но нет зрителей. Есть слова, но нет отклика. Есть песни, но в них пустота, о которой Монеточка и сказала вслух. Шаман поет, потому что чувствует. Они говорят, потому что оправдываются. А публика все видит и все понимает. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам близка эта история, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это поможет мне рассказывать больше таких честных историй.